3 причины, почему ваш брак рушится. На этих 3 условных китах основаны все отношения. И если вы давно уже в браке, и хотя бы одна часть из того, что я скажу, у вас хромает, то ваши отношения идут ко дну. И лучше, когда мы заранее это предугадываем и успеваем напитать, наполнить наши отношения до того, как они развалятся. Потому что бегать от одного партнера к другому — это, по сути, пустая трата своей жизни. Меняя партнеров, нам сначала первые годы кажется, что ну вот он тот самый, но совершая раз за разом те же самые ошибки, мы все отношения будем приводить по одному и тому же сценарию к расставанию. Зачем это нужно? Я предлагаю вам задуматься о не решении проблем, а о том, чтобы заранее их предугадать и не доводить ваши отношения до крайней точки расставания или развода. Итак, в этом видео будут 3 причины. Я психолог Наталья Корнеева. Вы на канале про отношения. Пожалуйста, подписывайтесь, если вам эта тема интересна, и обязательно ставьте лайк. Первая причина – это гиперконтроль. Либо вы гиперконтролируете вашего партнера, вам хочется все про него знать, засунуть свой нос в каждую дырку его жизни, либо ваш партнер, возможно, гиперконтролирует вас. Давайте разберемся, а вообще нужен ли контроль в отношениях. Если вы 2 взрослых человека, если вы доверяете друг другу, а доверие, кстати, это фундамент любых отношений, то зачем тогда контролировать? Кто контролирует? Контролирует обычно либо шеф на работе подчиненных, либо мама ребенка. То есть, понимаете, тот, кто контролирует, автоматически ставит себя на ступеньку выше. И тогда отношения получаются неравными. Кто захочет быть с вами в отношениях, если вы все время будете ставить этого человека под себя на ступеньку ниже? Возможно, то, что я сейчас рассказываю, касается не вас, а вы, наоборот, жертва этого гиперконтроля. Поэтому гиперконтроль обязательно нужно убирать из отношений. Если вы гиперконтролер, то вам нужно проработать эту тему и перестать хвататься за партнера, пытаясь контролировать каждый его шаг или то, что вам кажется очень важным. Если же вас контролирует, вам нужно перестать попадать в роль жертвы и вовремя научиться ставить границы. И говорить: нет-нет, подожди, это моя жизнь, это мое дело, не надо сюда вмешиваться. Вторая причина – отсутствие сексуальной близости, либо редкий секс, либо секс может быть частым, но обоим партнерам, либо одному из партнеров он не доставляет истинного настоящего удовольствия. Если вы, например, зритель мой, жена, то задумайтесь прямо сейчас, а вы удовлетворены вашей сексуальной жизнью в вашем браке? А ваш муж удовлетворен? Вам хватает секса? Или его может быть слишком много? Есть ли что-то в вашей сексуальной жизни, что не в балансе? Если женщина не может испытывать оргазм со своим мужчиной, если это не получается, то сексуальная жизнь будет сходить на нет. Потому что если оргазма нет, то нет и мотивации заниматься этим сексом. И вообще, если женщина не испытывает оргазм, симулирует его, изображает, или вообще не напрягается на эту тему, типа вот оно мое тело, давай получаю удовольствие, то на подсознательном уровне мужчина начнет отдаляться от такой женщины, потому что секс – это про удовольствие обоих. Если вдруг вы женщина и оргазма у вас не случается, то обязательно нужно научиться его испытывать. Внизу есть ссылка на курс про оргазмы. Если вам это нужно, пожалуйста, переходите. Ссылка в описании под этим видео. Научитесь получать от секса истинное удовольствие. И третья причина – отсутствие эмоциональной близости. Обычно мы под словом «близость» понимаем классический секс, но нет. Секс – это следствие того, что мы эмоционально готовы открыться друг другу. Что такое эмоциональная открытость? Это когда я свои эмоции могу выражать. Если это, например, злость, и мне хочется кинуть в мужа тапком, конечно, кидать не нужно. Это уже действие после эмоций. Но сказать ему о том, что «слушай, я сейчас злюсь», то есть проговорить хотя бы свои эмоции, это очень важно. И может ли ваш партнер с вами быть эмоционально открытым? Или когда он начинает проявлять свои эмоции, он сталкивается с вашей реакцией какой-то такой, которая его пугает, и он замыкается. Вообще отношения – это больше всего именно про эмоциональную близость. И если в вашей семье в детстве вам запрещали проявлять эмоции по-детски открыто, то появляется такой запрет, предписание на подсознательном уровне: не проявляй своих эмоций, не будь живым.
Очень часто родители пугают эмоции их детей, потому что эмоции рядом кого-то с нами пробуждают в нас эти эмоции. И если у родителей эмоции подавлены, то они автоматически подавляют эмоцию своего ребенка. Такой ребенок вырастает во взрослого, который не может эмоционально открываться с партнером, боится. Я вот сейчас покажу свои эмоции, ему не понравится, например, мужу, и он от меня уйдет. На самом деле, конечно, нет, не уйдет. Но вот это предписание, оно блокирует эмоциональность человека. Какие отношения могут быть без эмоциональности? Пресные, сухие и недолгие. Или долгие, но мучительные, не в радость. Когда все время есть риск, что появится кто-то другой, кто уведет моего мужа, например, потому что там эмоции ему можно будет проявлять. Если вы хотите стать по-настоящему экспертом в своих отношениях, если вы хотите научиться управлять своими отношениями, а не пускать их на самотек, а течет все, помните, куда вода, куда течет, куда пониже. И вот отношения, которые пускают на самотек, они сходят ко дну, на нет. Они становятся мучительными и в итоге распадаются. Поэтому научитесь управлять своими отношениями. Научитесь заранее не доводить до проблем. Приглашаю вас на первую ступень моего курса по отношениям, которая прямо сейчас открыта для вас бесплатно. Вы узнаете 19 самых распространенных ошибок, которые совершают люди. Не наступайте на чужие грабли, научитесь на чужом опыте. Ссылка на этот курс бесплатный прямо сейчас внизу под этим видео. Просто зарегистрируйтесь, введите вашу почту, получите на нее доступ и сразу начинайте смотреть видео.